Это должно быть максимально краткое название, из которого сразу человек понимает, чем вы занимаетесь. Далее это аватарка. Аватарка должна быть броская, яркая, для того, чтобы среди перечня всех аккаунтов, которые высветились в поиске в Инстаграме, нашел человек именно вашу аватарку, чтобы ему захотелось кликнуть именно на вашу аватарку. Это должен быть однотонный фон, это должно быть крупным планом лицо, если это человек, если это же какой-то магазин или кафе, это может быть логотип. Аватарка – это ваша визитная карточка. Она должна выглядеть здорово, для того, чтобы человек, глядя на вашу аватарку, сразу понимал, что ему хочется перейти по этой аватарке. Если это частное физическое лицо, значит лучше сделать профессиональное фото, где будет крупным планом лицо, и выбрать яркий фон. Следующее – это имя вашего профиля, то есть та жирная строка, которую мы видим сразу под аватаркой. Имя профиля участвует в поисковом запросе. Именно те слова, которые будут прописаны у вас в имени, человек будет искать и вбивать в поиск. Например, если вы занимаетесь маникюром, значит вы пишете «маникюр» и ваш город, где вы проживаете. Если это косметология, значит пишите косметология, можете прописать еще какие-то там дополнительные услуги, которые вы оказываете, и название города. Если это кафе, значит пишите кафе и опять же название города. Правильно надо оформить описание вашего профиля. Здесь вы прописываете перечень ваших услуг, которые вы оказываете, если это услуги. Если же вы продаете товары, значит вы можете прописать какие-то основные товары, которые вы продаете, либо здесь можно прописать УТП. УТП – это уникальное торговое предложение, то есть то, что вас отличает от ваших конкурентов. Например, какие-то услуги, которые вы оказываете, которые выделяют вас на фоне конкурентов. Это может быть, к примеру, доставка быстрая, либо бесплатная доставка, либо это могут быть какие-то бонусы к заказам, либо это могут быть бонусы какие-то в перечне ваших услуг и так далее. То есть надо прописать ваше УТП и поместить его в описание вашего профиля. Следующее, обязательно необходимо указывать контакты. Телефон, почта. Если вы магазин или кафе, прописывайте время работы для того, чтобы люди понимали, когда можно к вам прийти. Если же вы оказываете услуги, это прописывать не обязательно. Также, когда применимо, необходимо указывать локацию. Если вы оказываете услуги, которые имеют значение конкретно для данной локации, для данной местности, значит вы прописываете локацию. Также это относится и к магазинам, кафе. Это могут быть и ремонты квартир, маникюр, косметология. Здесь обязательно надо прописывать ваше местоположение, геолокацию. Если у вас есть сайт, или вы ведете телеграм-канал, обязательно надо указывать также ссылку на них в шапке профиля, для того, чтобы люди могли переходить к вам на сайт и там делать покупки, если это сайт, если это интернет-магазин, либо это ознакомительный сайт, для того, чтобы они больше ознакомились с каким-то перечнем услуг или товаров. Если это телеграм-канал, значит переходили на ваш телеграм-канал. Шапка профиля должна быть структурирована, легко читаема. Очень хорошо использовать какие-то сдержанные символы, обозначающие, например, начало строки. После шапки профиля мы переходим к highlights или актуальные. Информация, которая в первую очередь направлена на ваших клиентов. Здесь вы можете разместить отзывы о своей работе, место, как вас найти, если это касается магазинов. Далее можно поместить здесь ваши работы. Можете описать также «Мой путь», чтобы люди понимали, кто вы и как вы пришли к тому, что сейчас имеете. Как добраться, акции, распродажи. Все это очень хорошо помещается в актуальное, но информация здесь должна быть актуальной.
как раз они так и называются. То есть у вас не должны быть, например, акции или распродажи, которые открываешь Highlights, а там 153 недели назад или там 55 недель назад. То есть это должны быть актуально. Следите за обновлением информации в актуальных. Для каждой сферы подбираются релевантные вашим услугам, актуальные. Они корректируются в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Следующее – это лента. Когда человек заходит на вашу страницу, в первую очередь бросается в глаза лента. Если лента слишком пестрая, хаотичная, у человека сразу это вызывает отторжение, и он, как правило, уходит с вашей страницы, потому что ему неприятно читать такое, поэтому лента должна быть структурирована. Лучше выдерживать в одинаковых тонах, но самое главное это то, что лента должна быть информативной, то есть человек, начиная читать ваши посты, получал ту информацию, которая для него важна. Очень хорошая функция сейчас есть в Instagram, это закрепление постов. Закрепите 3 поста, которые наиболее важны для ваших клиентов, чтобы клиент, переходя к вам в профиль, мог сразу ознакомиться с тем, что ему необходимо. Используйте надписи на постах для того, чтобы она была более информативной. Например, если это розыгрыш, и вы хотите людей вести конкретно на этот пост, значит у вас пост этот должен быть обозначен надписью «Розыгрыш», чтобы человек, глядя на ленту, сразу понимал, где находится ваш пост. Для того, чтобы лента была приятна глазу, необходимо использовать разные ракурсы. Это близкий, средний и дальний. Идеальный вариант, конечно же, профессиональное фото. Наймите фотографа, именно фотографа контекстного, который сделает вам съемку ленты на 9, 15 или более постов, и лента тогда будет выглядеть очень гармонично. Присутствие личности в ленте вызовет доверие. Если профиль ведет человек, значит фотографии в ленте должны присутствовать. Это вызывает больше доверия. И на такие профили люди более охотнее подписываются, когда есть присутствие человека, а не когда профиль безликий. Итак, какой хочу подвести итог. Анализируйте своих конкурентов для того, чтобы вы были в тренде, чтобы вы понимали, какие фишки используют ваши конкуренты. Анализ проводите не реже, чем раз в 6 месяцев, чтобы вы понимали, какие у них УТП, и отстраивались от конкурентов таким образом, улучшая свои УТП, чтобы выстраивали ленту в соответствии с нынешними веяниями. Со временем вы будете ее менять, таким образом постепенно доводя до совершенства. С вашим развитием будет меняться и ваш профиль. Описание профиля, непосредственно ваш профиль, highlights и так далее. Чем больше вы будете развиваться, тем, соответственно, более профессиональным будет выглядеть ваш аккаунт. Анализируйте конкурентов, чтобы оформить свой профиль должным образом, или можете обратиться ко мне за консультацией, за разбором профиля. Я могу в этом вам помочь. А в комментариях напишите, пожалуйста, бывают ли у вас сложности с оформлением профиля и получили ли вы какие-то новые знания в сегодняшнем видео. Буду благодарна за лайк и подписку. Подписывайтесь на мой канал, я буду еще больше рассказывать о продвижении бизнеса онлайн. Я занимаюсь комплексным продвижением с помощью таргета и других способов. Использую в своей работе различные способы продвижения. Поэтому жду вас на следующем видео. Всего доброго. Пока-пока.